Теория мультивселенной гласит, что существует бесконечное множество параллельных реальностей. В одной из них Чак Лорри создал блестящий остроумный ситком под названием «Теория Большого Взрыва». В другой влачит свое жалкое существование его умственно отсталая копия с диаметрально противоположными характеристиками. Погодите, это не другая вселенная. Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Из яблока Ньютона не знали 3 законов, а Дионис доказывал, что истина в вине. Гагарин в космос полетел, а Галилей... 2 года спустя в «Салфетку» государственный белорусский телеканал наконец разглядел потенциал в западной капиталистической подделке. Поторопились ребята, нужно было подождать еще 5 лет после окончания сериала, чтобы зелье как следует настоялось. Покупать права на оригинал, очевидно, было не по понятиям. Не можно. Можно. Не можно. Нет, можно. Поэтому они присвоили готовую идею и сценарий и сняли шлюх на бюджет канала, а потом уже сам ремейк. 4 серии. И закрыли, так как великодушно решили, что сплагиатить-то мы, конечно, можем, но вот позориться от результата уже как-то совесть не позволяет. Адаптация сериала проведена на высшем уровне замены по версии канала СТВ. Ярких, харизматичных персонажей импортозаместили на отсыревшие картонки, легкую атмосферу на гнетущий мрак позора от присутствия в кадре, остроумный юмор на псевдонаучную ахинею, произносимую с каменными лицами. Встречайте наших мимикроев. Леонардо Заменитель, он же Сева Зайцев, и суррогат Шелдона, он же Олесь Жужель. Где вы взяли этих ребят? 2 бракованных клона, созданные в секретной КВН-лаборатории по производству вторичного юмора. Это ведь только начало, так? Наши дети будут красивыми и умными. И главное, воображаемыми. Первая серия неотступно следует канонам молодежных комедий и начинается с заселения химика-биолога Севы и физика-ядерщика Олеся в хоромы студенческих общежитий, существующих только в головах сценаристов, слово в слово списывающих интерьеры с американских студенческих общежитий из молодежных комедий. Также вначале следует устранить большую несправедливость и представить, не побоюсь этого слова, самого главного актера, не заявленного в составе исполнителей. Прошу любить и жаловать, закадровый смех, звучащий после каждой фразы, движения персонажей и смены кадра. Сэр. Вопрос на засыпку. А кто брал ключ на вахте? Если у меня его нет, методом исключения приходим к выводу, что ключ у тебя. Исходя из того же метода, можно исключить и второго героя, поскольку никто из них двоих мог не взять ключ. Помимо того, задающий вопрос о ключе не знает, что ключ у него. Следовательно, и отвечающий тоже может не знать, что является носителем ключа. Но опять же, согласно моей теории всеобщей сингулярности, он лежит в заднем кармане твоих брюк. Суть теории сингулярности – не определение местоположения предмета в какой-либо точке пространства. Всеобщая теория сингулярности, в свою очередь, является результатом бессвязного бреда, выдаваемого персонажем за достижение его мыслительной деятельности. А если зритель не знает, что такое всеобщая сингулярность, то он не может установить связь выдуманной теории с ключом в кармане. Извините, иногда синдром забывчивости сигнализирует о легких склеротических изменениях в лобном сегменте головного мозга. И вы, извините, с вероятностью равной всегда, синдром монотонного зачитывания научных терминов, выдаваемого за шутку, сигнализирует о критических нарушениях творческой эректильной функции. А синдром болтливости говорит о том, что у кого-то длительная половая дисфункция. Позволю себе не согласиться с гениальным биологом. Половая дисфункция в 82% случаев имеет органическую этиологию и, вопреки вашему заблуждению, ведет к социальной интроверсии, а не к вербальной гиперактивности. Выражаясь научным языком, ты так много болтаешь, потому что тебе давно никто не давал. Слушайте, почему вы так вот здесь вот ходите туда-сюда, как будто меня здесь нет, а? Я, между прочим, серьезным делом занят. Вот. Качественные перестройки и метаморфозы различных объектов при изменении параметров. Простите, вот здесь бифуркация, а вот здесь интроверт. А здесь приближенное значение функции – это экстраполяция. Таким подсказчиком словарь за щеку. Приближенное значение функции – это интерполяция. Олесь, видимо, считает, что вмещение более длинного, чем количество клеток слова, дает бонусные очки. Более чем уверен, что остальные слова разгаданы на уровне экстраполяции. После таких мастер-классов нужно либо перепроверять, либо выбрасывать журнал. Умный, да? Умный, да?
Целесообразнее будет злиться на автора, прописавшего такую кривую подводку к демонстрации сверхинтеллекта персонажей и в моментальном провале его демонстрации. Зачем тогда человеку совсем чистый кроссворд портить, а? Скорее, они испортили удовольствие от процесса, а не сам кроссворд, так как в него не было вписано ни единого слова. А учитывая нулевой процент его решенности, спустя время эту же страницу можно начать с чистого листа. Сева, зря ты согласился строить атомную станцию. Тебе бы лучше в армии. Твоим острым языком удобно брить новобранцев наголо. Или быть на хорошем счету у начальства, что в принципе недалеко от правды. Иначе нет объяснения тому, что ученый путает импотенцию с отсутствием полового партнера. Знаешь, сразу поставим точку в вопросе армии. Во-первых, у меня есть справка. Во-вторых, я молодой ученый. А в-третьих, у меня энурез. Вопиющее нарушение базовой логики. Медицинская справка – это задокументированное следствие энуреза, то есть причины две. Если уровень математики ученого 1 + 1 = 3, я бы настоятельно рекомендовал держать его подальше от ядерных реакторов. И на всякий случай мягкой мебели. Шутка. Шутка. Здесь мы фиксируем уникальную для проекта аномалию. Полное отсутствие закадрового смеха после слова «шутка», повторенного дважды. Однако это не значит, что его нет. Просто смех, звучащий практически после каждого скрипа двери, беззвучно задыхается от истерического припадка, когда звучит слово, напрямую связанное с юмором. Вот моя крошка Камила. Она, к сожалению, ушла от меня. И все из-за моей черствости и плохого к ней отношения. Вот, моя Камила. С кем ты теперь? Ничего. Симпатичный. Очень. Ну, я бы тоже от тебя ушел, будь на ее месте. Знаешь что, Лесь, ничего ты не понимаешь в девушках. О, Камила. Очередная эксгумированная шутка могла бы остаться таковой, если бы не двойное дно в том смысле, что хуже казалось бы некуда. А вот и нет. Фото демонстрирует морскую свинку, что придает безобидной зарисовке налет кросс-видового влечения. Ну, я бы тоже от тебя ушел, будь на ее месте. Авторы, ставя второго героя на место грызуна, невольно иронизируют над самими собой, так как, обладая интеллектом морской свинки, пытаются корчить из себя сценаристов, аналогично как герой корчит из себя ученого. И все из-за моей черствости и плохого к ней отношения. Свинка не обладает правом выбора, и уйти она могла только в случае твоей забывчивости закрыть клетку. С кем ты теперь? Скорее всего, давно прохлаждается в морскосвинковском раю. В рамках строгого соблюдения канона плагиата в декорацию насильно заталкивает недоношенную версию Пенни, классифицируемую как Наташа. С точки зрения визуального сходства, попадание 3,2% жирности. Создатели вполне могли бы сохранить имя Пенни. Однако исключительно в академических целях отличия копии от оригинала, а также учитывая ее парализующее воздействие на центральную нервную систему, настоятельно рекомендуется добавление окончания «вайс». А где Борис? В Лондоне. В Лондоне? В Лондоне. В Лондоне? Yes. Да. Борис? Борис? Борис. Какой Борис? Это тот Борис, который хрен попадешь? Какой Борис? Где, как обугленные груши, деревьев тысяча грачей, где грудь деревьев и где Борис? Груши опустят грачей, опустят в лужу грудь, пустят груши в сухую лужу и Безошибочно узнается почерк школы КВН. Маниакальная потребность авторов разжевать шутку до состояния пюре неизбежно привела к полной аннигиляции комедийного потенциала сцены, поскольку она могла бы сработать без уточнения фамилии. Также ее можно было бы спасти, если б Сева на вопрос «где» ответил в библиотеке. В конкретной же ситуации его ответ вообще не вяжется с вопросом. Это как если бы у вас спросили «как дела?», а вы в ответ начали бы показывать свои детские каракули. А где Борис? Я принял все, что мог. Я хочу попросить у вас власть. Дабы не утомлять аудиторию дальнейшим скрупулезным анализом каждого отдельного эпизода, сразу сделаю одно фундаментальное обобщение. Весь массив юмористических потуг, выстроенный сценаристами вокруг персонажа Наталья, имеет единую примитивную основу. Он базируется на озабоченном бормотании низкопробных околосексуальных полунамеков. Ну,
Ух ты. Ух ты. Ну почему в нашем общежитии так много ущербных? Сценаристов? Увидите Борю Шиманского, передайте ему, пожалуйста, что он полный кретин, такой же, как и все остальные, и что я... Это что сейчас был, шум от петлички, находящейся под одеждой? С нетерпением ждем таких шедевров монтажа, как микрофон, попавший в кадр, ассистента, проходящего мимо, и случайный взгляд в камеру. Больше не буду терпеть его ухаживанию с помощью каких-то логарифмов. Пример сценарного парадокса. Странно, что она изначально повелась на подобные ухаживания. Ведь очевидно, сценаристы прописали ее так, что слово логарифмы она впервые употребила в сцене, где она говорит, что ей надоели ухаживания при помощи логарифмов. Создатели довольно точно передали непостоянство Натальи и хаотичность ее мыслительных процессов расположением рук при смене планов. Линейных. Что? Я говорю линейных. Можно предположить, что использование термина «линейный логарифм» – осознанный сценарный прием, провоцирующий у зрителя когнитивный конфликт и последующую проверку информации. В этом случае персонаж выполняет тонкую образовательную функцию, заставляя аудиторию самостоятельно уточнять базовые математические понятия. Однако более вероятная интерпретация требует значительно меньшего числа допущений. Термин некорректен, ведь его авторы просто не владеют предметной областью. Создатели проекта, как истинные профессионалы, четко понимали, что зритель может испытать когнитивную перегрузку от столь плотного потока псевдонаучной информации. Поэтому в целях соблюдения экосистемного баланса в исследовательский вольер загоняют еще 3 подопытных персонажей с базовыми характеристиками быдла общения. Зажеванная принтером копия Говарда Газик, ответственный по снабжению. Хотя, глядя на персонажа, ему больше подходит должность ответственного по иждивению. Актеру, играющему Газика, на момент съемок было уже 48 лет. Создатели сериала сильно беспокоились, что оригинальный Говард выглядит слишком молодо, поэтому использовали метод шоураннеров «Игры престолов», нанеся превентивное состаривание персонажа в случае возникновения откровенных сцен. Ты вообще кто такой, а? Дайте закончить. Либо сценаристы изначально не определились, кого именно будет играть актер, потому что в оригинале Шелдон и Леонард разгадывали кроссворд администратора банка спермы, а не Газику, как в теоретиках. Ведь со своей внешностью и без экспозиции Газик очень похож на скучающего вахтера. Ты кого здесь знаешь, а? Вы мне дадите закончить, а? Да как ты заебала. Либо создатели действовали в рамках остатков бюджета, основная часть которого была потрачена на более важные вещи. Например, на шторы в кабинет продюсера или на те самые элитные субстанции, под которыми этот сценарий и писался. Коля Синус, вариация Раджеша, выбранная на основании закона бутерброда. Отличием от оригинала, страдающего селективным мутизмом, является наличие недифференцированного логоневроза. Иные параллели с оригиналом отсутствуют. Боря Шиманский, предположительно, линейно-логарифмичный ухажер Натальи. По совместительству единственный персонаж, не имеющий прямого генетического кода с теорией Большого Взрыва, что, однако, не является достижением сценаристов, ибо никаких отличительных характеристик, кроме одесского акцента, у него нет. Борис, являясь поистине смелым сценарным нововведением, был полностью освобожден авторами от тяжкого бремени сюжетного смысла. Ты вообще знаешь, что такое релейная система, а? Коллеги, несмотря на угрожающее название, релейная система является одним из видов нелинейных дискретных автоматических систем управления. К середине первой серии мы имеем полное право поздравить сценаристов, ведь им, наконец, впервые удалось скопировать определение термина без ошибок. И вообще, если вы решили устроить интеллектуальную драку, то вы должны знать. У меня IQ 170. Ставя жирную точку в споре, чей ментально эрегированный непарный мягкотканный трубчатый орган больше, Сева, теша свое самолюбие, немного подзабыл, что главное не размер IQ, а умение им пользоваться. Далее происходит магия, доступная только в мирах, созданных под тяжкими транквилизаторами. Ведь фраза о высоком IQ действует на персонажей как команда «Замри» для сломанных роботов. И случается спонтанное, ничем не обоснованное примирение. Видимо, в представлении сценаристов интеллект — это не способность анализировать информацию, а магическое заклинание из дешевой RPG. Сева кастанул интеллект 170 уровня, и у всей компании мгновенно обнулилась шкала агрессии. Скажите, а вы ванной часто пользуетесь, а?
Просто мне нужно место для моей лаборатории. У гениального химика гениальные мысли. Трудно поспорить с тем фактом, что ванна-общежитие – это самое стерильное и полностью оборудованное место для расположения лаборатории. Сева получает доступ к неисчерпаемому запасу биологического материала для проведения исследований. Атомной энергетике будут очень полезны расчеты периода полураспада лобковых волос Бори Шиманского в сливе, а также выведение новой формы плесени на шторке. С другой стороны, сериал обнажает острую социальную проблему катастрофического недофинансирования отрасли. Важный специалист, официально приглашенный для строительства АЭС, вынужден располагаться со своими реактивами между чужими мочалками. И, судя по всему, никому из руководства проекта так и не пришла в голову революционная мысль – организовать лабораторию для химика-биолога, например, в лаборатории. Да, вообще-то иногда я там сплю. Вот и биоматериал для опытов подвезли. Теперь предложение превратить ванную в лабораторию не выглядит таким абсурдным. Жаль. Придется снова проводить мои эксперименты в туалете. Из всей фразы самым настораживающим является слово «снова». Молодой гений буквально начинал свой путь с низов. Словно первопроходцы в анатомии откапывали трупы, чтобы изучить строение человеческого тела, Сева изучает отходы человеческой жизнедеятельности для будущих открытий утилизации отходов радиации. Или же авторы в попытках подвести зрителя к нестандартности персонажа снова подвели и зрителей, и персонажа к санузлу, в котором находится резервуар для хранения шуток. Проводи, дорогой, только я тебя умоляю, очень прошу, хоть иногда освобождай туалет, мы там тоже будем проводить свои опыты. Прямо с языка сорвал. Я бы мог сказать, что уровень моего уважения к сценаристам поднялся от -1 до 0, но комментарии Газика настолько хлесткие одновременно в точку, что меня терзают смутные сомнения касаемо его авторства. Это явно не рука сценариста, а кого-то более адекватного. Например, его 5-летнего сына, которого тот привел на работу, потому что садик закрыт, и оставил без присмотра в туалете рядом с рулонами туалетной бумаги, на которую и ложатся скрипты. Цианид. Легкая смерть в течение 15 секунд. Внезапно всего лишь одна сцена меняет направление сериала от недоситкома к психологическому триллеру. Стоит лишь начать задавать относительно нее вопросы. Почему смертельно опасный яд хранится в солонке? Почему солонка оказалась на столе во время перекуса? Почему Сева, зная, что в солонке, ждал, пока Коля не процианидит все салаты? Если начать отвечать на эти вопросы, становится еще страшнее. Сева прекрасно знает, что яды хранятся в спецконтейнерах под замком, а не маскируются под пищевые продукты в общей таре, где их могут перепутать с обычными продуктами. Выходит, что Сева намеренно поместил яд в солонку и поставил солонку на стол именно к моменту трапезы. Внимательный зритель может усомниться, почему я так уверен, что Сева все понимал и делал намеренно. А я отвечу. Сева сам вслух предупреждает о мгновенной смерти от этого вещества. Он прекрасно осознает последствия, поэтому маскировать его под соль и ставить на обеденный стол не следствие глупости либо незнания, так как знакомство всех персонажей началось с конфликта, а некоторые и во время примирения шутливо пытаются доминировать. Сева сделал хладнокровное и вместе с тем безоговорочное предупреждение: «Не вставай у меня на пути». Вывод: Сева никакой не гениальный химик-биолог, он расчетливый социально адаптированный психопат. Косвенная порча салатов становится официальной причиной похода Ганнибала с высоким IQ, но низким ФПС в буфет за булочками, и скрытой причиной наладить общение с Натальей. Hello. Сева Зайцев, химик-биолог. Меня Наташа зовут. Наташа, вы прекрасны. Вы прекрасны, как привиральная фибропластома. Да, это определенно что-то на уровне Александра Сергеевича Пушкина, а возможно даже выше. В моей памяти сразу всплывают эти бессмертные строки золотого века поэзии. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как метастаз, как испражнение, как рак прямой моей кишки. Сева не только сравнил внешность девушки с опухолью, но еще и произнес с ошибкой. Правильно говорить переневральное, а не привиральное. А вас сравнивали с биополярными соединениями?
Сценаристы устами Севы продолжают мотивировать зрителя на получение новых знаний, потому что лимит доверия исчерпан не только на правильное определение терминов, но и на их верное произношение. Шутка о том, что сценарий пишется на туалетной бумаге, рискует оказаться пророческой, поскольку даже Microsoft Word выделяет биполярными красным и предлагает вариант исправления. Угадайте какой? Биполярными, Сева, а не биополярными. Сейчас будешь мне петь про глаза, как фотоны, да? В смысле, такие маленькие, что не разглядеть? Ведь фотон — это элементарная частица, у которой нет массы покоя. Неудачный комплимент одним ловким движением безграмотного языка превращается в оскорбление. Будь Наташа чуть умнее, то в ответ могла бы сравнить его мужской потенциал с атомом. Предупреждаю, кандидатуры молодых и перспективных не рассматриваются. Ну неужели какой-нибудь старенький академик не обратит внимания на одинокую блондинку? Бонусом зрителю предлагают современную адаптацию Золушки по версии канала СТВ. После 12 карета превращается в сосиску в тесте, принц в богатого старика с деменцией, хрустальная туфелька в утку для лежачих больных, а сама Золушка в содержанку с перспективой на черную вдову. Появление Газика словно акт милосердия от самой вселенной спасает Севу от окончательного саморасщепления. Ведь если ты называешь девушку опухолью с глазами, невидимыми даже под микроскопом, что может пойти не так? 5 булочек. Равно 2,5 жопы. Синус, я тебе сколько раз замечаний говорил, как надо себя вести. Еще последний раз, когда ты храпел в библиотеке. Во-первых, не в библиотеке, а в филармонии. Да, а во-вторых, динамика процесса, она такова. С повышением давления в легких газы начинают искать выход. Что я и подтверждаю эмпирически. Так и да. На твоем языке я икаю. Поражает упорство авторов игнорировать научные источники. Описание икоты признаками отрыжки эквивалентно лечению кашля слабительным. Остается лишь надеяться, что никто из сценаристов не сменит специальность на врача. Я сейчас отдам тебе больно, так ты быстро давление восстановишь. Коллеги, не нужно рукоприкладство. Ведь человека так легко унизить при помощи науки. В вашем случае все как раз наоборот. Наука с огромным отрывом по очкам продолжает унижать человека. Персонажи ремейка, словно агрессивные пубертатные подростки, пытаются использовать научные термины как инструмент для доминирования в стае. В отличие от оригинальных героев, для которых наука всегда оставалась инструментом познания вселенной и фундаментом для изящного юмора. Сказал бы я, если бы ремейк не делал ошибок в каждом научном термине. Они не могут использовать науку как оружие. Они не знают, за какой конец ее держать. Это физика. И давление тут ни при чем. Воистину правота Шрёдингера. С одной стороны, Олесь прав, давление ни при чем. С другой стороны, физика — это как раз про давление. А вот при чем тут вообще физика, остается загадкой. Но одно я знаю наверняка. Это не математика, где умножение минуса на минус даст плюс. Последующая тупость не перекроет предыдущую. И в данный момент моя замкнутая система уже снизила до давления до состояния покоя. Шо? Замкнутой ваша система ненадолго станет в момент плотного обхватывания вашими губами вашего ануса. С такими проектировщиками чернобыльская катастрофа случилась бы на стадии изучения чертежей. Апофеозом интеллектуального падения становится превращение спора о замкнутости пищеварительной системы, ответ на который знают даже воспитанники детского сада, в консилиум с последующим применением физической силы. Стиральные порошки придумывали многие, потому что это элементарно. Но вам повезло. Сегодня вместе с вами победитель Республиканской олимпиады по химии и автор доклада на тему «Заменитель уличной грязи». По вине Севы мы вынуждены совершить экскурс в историю. Вопреки чуши, которую он нагородил, стиральный порошок был изобретен один раз немецким химиком по имени Фриц Хенкель. Первое правило клуба юного химика. Понюхай неизвестное вещество в колбе. Второе правило клуба юного химика. Дай понюхать остальным неизвестное вещество в колбе. Далее наш химик-биолог смешивает в тазике субстанцию, которую называет тринетилхлорпикрин, являющийся боевым отравляющим веществом удушающего действия. Сегодня вместе с вами
победитель Республиканской Олимпиады по химии. Учитывая этот феноменальный уровень знаний, Сева является таким же победителем Республиканской Олимпиады по химии, как Александр Невский победителем конкурса «Мистер Вселенная», что и подтверждается результатом стирки. Штаны аннигилировались, оставив лишь пуговицы. Даже не знаю, стоит ли радоваться, что создатели не додумались использовать настоящие вещества. С одной стороны, мы бы наблюдали массовое убийство. С другой стороны, сериал бы ограничился одним эпизодом. Финал первой серии, как истинный последователь сюжетных поворотов Нолана, доводит до пика интеллектуальное превосходство героев. В помещении заявляется комендант и, восхищаясь уровнем развития Севы и Олеся, раскрывает тайну переполненности комнаты. Оказывается, гениальные ученые не смогли догадаться перевернуть цифру 6 на бирке ключа, чтобы увидеть, что их комната 9. И в этом моменте их заблуждение абсолютно обосновано. Откуда белорусским физику и химику знать, как читаются арабские цифры? Комендант, выяснив, что Сева и Олесь незаконно вторглись в чужую комнату номер 6, выселяет изначальных жильцов Бориса и Колю в комнату номер 9, ибо согласно священному писанию пути коменданта неисповедимы. Так, на чем мы остановились? Чтоб ты сдох, тупой эгоцентричный ублюдок! Спасибо. Второй круг интеллектуального ада приветствует грубой имитацией многопользовательской игры, будто монстры из фильма «Нечто» застали в момент трансформации. Персонажи сидят за компьютерами и с энтузиазмом выкрикивают абсолютно рандомный набор фонем, симулируя игровой жаргон. Очевидно, сценаристы телеканала СТВ изучали культуру онлайн-игр исключительно по тревожным репортажам бабушек у подъезда. Центральной же проблемой серии становится симпатия Севы к Наталье, в противовес которой идут клиническая дезадаптация Севы в любых коммуникациях с противоположным полом и безуспешными попытками привлечь внимание субъекта вожделения. Сначала Сева, озвучив свою проблему, получает уроки обольщения от таких же мастеров пикапа, как и он сам, с закономерным результатом, равным умножению любого числа на 0. Привет. Привет. Спортсмен? Да. Здорово, братан. В этой зарисовке зритель может наблюдать явление, именуемое оптической иллюзией качка, которое можно рассчитать при помощи формулы мебельной стереотипности. Уровень зрения шкафа прямо пропорционален уровню его интеллекта. Косвенными признаками, указывающими, что Сева может быть спортсменом, являются его очки, а также кривляние с воплями при рукопожатии. Сколько на правую битку дергаешь? Ну, обычно до победного конца или до того, как мама постучит в дверь. Ну давай, если что, обращайся. Пока, братан. Удачи, брат. Я смотрю, вы тут без меня разберетесь. Настоящий триумф драматургии. Слушая эти диалоги, сначала даже подумал, что авторы потратились на Тарантино, но реплика Натальи нарушает хронологический порядок. С чем им разбираться, если они уже попрощались? С тем, как дойти до конца коридора, не нарушив законы физики, при этом не провалившись в текстуры дверей, ловко заменив унизительную реальность героическим фанфиком, Сева, минуту назад стоявший на коленях, презентует это как шахматную партию в 4 хода, где он гроссмейстер, а Наталья захваченное королевство. Боже мой, ну почему все мужики такие бездарности? Я начинаю всерьез беспокоиться за безопасность актрисы. Замена слова «сценаристы» на «мужики» — это сигнал о помощи, аналогичный кодовому жесту рукой. Представляете, только что в коридоре познакомилась с парнем. Фигура, блеск, мышцы, Сева видел. Представляете, он спросил, настоящие ли у меня ресницы? Какой пошляк. Глупость несусветная. Люди, увидевшие друг друга впервые, так себя не ведут. Авторы должны были показать их лежащими в постели, изможденными и закуривающими. Газик ни с того ни с сего зачитывает больные фантазии Севы Натальи, записанные не иначе, как в тетрадь смерти. В противном случае у меня нет другого объяснения и внезапного согласия пойти с ним в кафе. Авторы снова наступают на те же грабли. В следующей сцене Наталью и Газика должны были показать лежащими в постели, изможденными и закуривающими. Ты сегодня друзей обманула. Завтра пойдешь на фальсификацию результатов научного эксперимента. Судя по эксперименту со штанами, он уже сфальсифицировал свой диплом. Однако странно, что Олесь укоряет Севу за безобидное хвастовство, не замечая огромного ножа в его спине, оставленного Газиком. О, чому ж я не сокіл, чому ж не літаю? Молодец, молодец. Это уже
50-й матрас. В первой серии герои только заселялись в общежитие. Во второй начинают прорастать побеги вопросов. Почему герои, нанятые для строительства АЭС, занимаются чем угодно, но только не строительством АЭС? Для своего успокоения буду думать, что первая серия — это суббота, а вторая — воскресенье. Но смотрите у меня, теоретики. Если и в третьей серии строительство останется в разряде теории, то оправдать ваше наличие в сериале, наличие которого уже ничем не оправдать, станет невозможно. Ой! Севочка, что с тобой? Просто Сева решил поставить научный эксперимент, кто поднимет больше относительно собственного веса. И каковы результаты? Муравей пока на первом месте. Но Сева уже на втором. Но явно не после муравья. Муравей-то уж точно смог бы утащить этот матрас, не сорвав спину. Тебе больно? Чего стоишь? Давай его ко мне в комнату. Учитывая, что коэффициент убогости Севы является константой, не зависящей от угла наклона его позвоночника, крайне удивительно наблюдать внезапное проявление сочувствия от Натальи при его радикулитном поклоне, но полное отсутствие такового при его недавнем падении на колени. В следующей сцене Наталью и Севу должны были показать лежащими в постели, изможденными и закуривающими. Однако убогость в этот раз играет ему на руку, потому что игра рукой не приносит былого удовлетворения. Ну, как я выгляжу? Ну, нормально. Для человека, который не понаслышке знает, что такое кораблекрушение. Ты же понимаешь, что я волнуюсь. Я даже чувствую некий молекулярный газ, который происходит от испарения природной жидкости примерно при температуре 36,6 градусов по Цельсию. Нельзя просто так взять и сказать: от тебя воняет потом из-за стресса. А я уж было подумал, что вторая серия не порадует нас очевидно невероятными терминами наподобие молекулярного газа, который является водянистой жидкостью. А температура 36,6 это средняя температура по больнице, где 40 градусов это горячечный бред, выдаваемый за сценарий, а 0 это температура сериала изначально получившимся трупом. Скажи, а нет ли у тебя случаем информации о том, что в нашем городе открывается второе кафе? Увы, нет. Жаль. Вероятность хоть и была небольшой, но все-таки не была близка к нулю. Согласен, но эта вероятность равна тому, что у тебя есть прямые родственники на Альфа-Центавре. Не плачь, а то поднимешь уровень мирового океана и затопишь планету. Казалось бы, у человека IQ 170, а он не может догадаться, что кроме только открывшегося кафе, есть много давно открытых, а помимо них рестораны, бары и другие увеселительные заведения. Вот вроде большой IQ, а некуда засунуть. Не додумавшись посмотреть в окно и убедиться в существовании жизни за его пределами, персонажи совместно пытаются придумать, как спасти Севу от инвалидности. К примеру, Сева Зайцева блохи. У биолога блохи. У биолога может и не быть, а вот у химика вполне. И я бы попросил ссылку на источник, в котором указано, что вторая способность диплома – антипаразитарный ошейник. Оцените гербарий, ботаники. Ой, какие прекрасные розы. Яна, такой букет. Ни одну русалку заарканил. А сегодня будет и клев, и нерест, я вам отвечаю. Слушай, а что это у вас за матрас стоит? Этот матрас передал ли тебе через Севу Зайцева один анбал, который вчера с Наташей обнимался на коридоре? Да. Помните, еще какую-то фразу сказал? Я ему ноги в кафе вырву. Сева, а ты же хотел Сева. Опасно. Сева, не вопрос. Этот букет 100 баксов. И вот еще, знаешь что, закажи для Наташи шампанского от меня, от Газика. Не жалей. Не стоило останавливаться, нужно было дожимать. Пускай Газик отдаст свою одежду, паспорт и зарплату. Ну где же романтика? Осталось со старыми богатыми академиками в предыдущей серии. Смотри, я сейчас подниму эту оливку стаканом. Это центробежная сила. Вообще-то центростремительная. Физика. Ух ты, центробежная сила. Вообще-то это центростремительная сила. Стреляй! Далее Сева под предлогом притяжения полом оливки залезает под стол и находится там неоправданно долго, но ровно до момента появления Газика в кадре с намерением привести Севу к инвалидности. Наталья во имя спасения Севы говорит, что под столом качок, и Газик, забыв вторую часть поговорки «доверяй, но проверяй», убегает из кадра. После идет очередная сцена с такими длинными и неловкими намеками, что у Севы успела бы срастись спина, выпасть блохи и закончится срок действия диплома. Занавес.
Я плохо в этом разбираюсь, но в контексте приглашения на обед лучше избегать темы опорожнения кишечника. Так вы меня на обед приглашаете? Ты случайно не знаешь логической последовательности манипуляций, превращающих полоску материи в завязанный галстук? Олеся, ты случайно не знаешь последовательности манипуляций речевым аппаратом для построения словесных конструкций в человеческом варианте? Уверяю тебя, вселенная от этого не схлопнется. Нашего начальника назначили на должность директора электростанций. Вместо молодого, талантливого, волевого, целеустремленного человека поставили какого-то пятикантропа, который полный ноль в физике. Видимо, способности построения длинных цепочек у Олеси ограничиваются лишь словесной средой. Логично предположить, что даже у Т-800 больше шансов продвинуться по карьерной лестнице за счет навыков общения. А вот мне о чем разговаривать с этим новым начальником? Ужас. Ведь он даже не знает элементарной теории струн Хокинга. Тут ты прав, я бы тоже возмутился невежеством начальника, ибо как он посмел не знать теории, которой не существует? Жужель, колись. Тебе не досталось шампанского? Или ты хулиганам объяснял во дворе, чему равно МЦ квадрат? Оставьте меня в покое. Меня никто не понимает. Вот ты где. Вот ответь мне, Олесь. Кто из нас блондинка, ты или я? Согласно теории относительности, гендерные особенности индивидуумов не подлежат корреляции по цветовым характеристикам волосяного покрова. Тот факт, что тебя никто не понимает, дает надежду, что не все потеряно для рода человеческого, так как понять, каким образом теория, описывающая свойства пространства, времени и гравитации, связана с волосяным покровом, сможет только шизофреник на последней стадии своей болезни. Даже самая глупая и тупая блондинка понимает, что хамить новому начальнику отдела в поздравительном тосте – это за гранью добра и зла. Ну и правильно, что тебя уволили. В отличие от струн Хокинга, струны начальника оказались не такими прочными. Саму же сцену конфликта Олеся с начальником мы не увидим в силу отсутствия у кастинг-директора знания понятий харизма, у актеров умения играть, у постановщиков желания снимать. Сева, ты не представляешь, с каким удовольствием, я бы даже сказал, наслаждением, свободный человек наблюдает за твоим походом на работу. Примерно с таким же, с каким безработный муж, лежа на диване, наблюдает, как его жена собирается на низкооплачиваемую работу, чтобы прокормить его и детей. А если уж ты такой свободный, то почему АЭС держит тебя в тюрьме своего общежития? Лети, Олесь, лети! Странно, 2 минуты назад пахло яичницей, а теперь пахнет сгоревшим диметилформамидом. Не обращай внимания на запах. Эта яичница воплотила в себе все самое гениальное, на что способна физика. То есть ты все-таки добавил в нее пластмассовую линейку, как и планировал, да? Не только ее. Пластиды, они ускорят процесс пищеварения, а какао-порошок обогатит белки углеводами. Тот случай, когда разбор сцены внутри фильма превращается в обзор внутри обзора. Олесь догадался расплавить линейку с яичницей, в связи с чем удостоился разложения сегмента на атомы плесени. Расплавить линейку в сковородке с яичницей имеет больше общего с буйным помешательством, нежели с физикой. Я, конечно, понимаю, что физик, тем более мужчина, может не уметь готовить, но не до степени же имбецила. Настоящий физик, даже не являясь биологом, точно знает, что попадание расплавленной пластмассы в организм не грозит несварением желудка, ибо прежде случится термический ожог всей ротовой полости. Биолог не может подхватить блок, физик не может готовить. Если я правильно проследил логические цепочки, то сценаристы не могут пользоваться унитазом. То гениальное, на что способна физика, это довести до церемонии вручения премии Дарвина? Не обращать внимания на запах линейки в раскаленной сковороде, скорее всего, не получится вследствие отравления угарным газом. Пусть Сева и не смог бы учуять запах диметилформамида, потому что расплавленный пластик его не выделяет, однако снова блеснул своими соплями, выдаваемыми за эрудицию. Ведь спутать запахи, хоть и едкие, у него бы не вышло, поскольку при вдыхании диметилформамида он бы отъехал в реанимацию с отказом печени и почек. При горении пластмасса не выделяет органеллы растительных клеток, именуемые пластидами. Авторы, вероятно, были введены в заблуждение созвучностью слов, потому и решили, что пластмасса выделяет пластиды. Несмотря на то, что Севе, как химику-биологу, в отличие от физика-ядерщика, уж точно должен быть известен результат поглощения яичницы с пластмассой, немного посомневавшись, он все же пробует блюдо дня и с удивленным видом выплевывает, словно это был непредсказуемый сюжетный поворот. Естественно, в оригинале никакой линейки в сковороде не было. Вот что бывает, когда решил проявить креативность, не зная, что сей термин означает, и по ошибке открыл вкладку с описанием шизофрении.
Гадость! Я прошу не переходить на личности, я стал очень злопамятным. Вижу немой вопрос в глазах зрителя. Гадостью Сева назвала траву, приготовленную Олесем, а не самого Олеся. Тогда при чем тут переход на личности? Ответ кроется на поверхности. Личность Олеся – это пластмасса, его интеллект – это яичница. Вместе они составляют блюдо, попробовав которое даже Сева плюется, так что обида Олеся вполне обоснована. Также Олесь явно переоценил объем злопамяти своего ССД, если учесть, что единственное преступление Севы – нежелание умереть от завтрака. Лучше бы вместо того, чтобы экспериментировать над моим желудком, пошел бы и извинился перед своим начальником. Может, он настолько глуп, что взял бы тебя обратно. Мрак дает советы свободному человеку. Я ушел. Замечательно. Готовить я не умею, зато это прекрасный повод позавтракать в кафе. Свободные люди обычно завтракают снаружи кафе, сидя на асфальте, пищей, преподносимой божеством по имени Мусорный бак. В отсутствие посетителей Олесь принимается делать то, что у него получается лучше всего после порчи отношений – портить чужое имущество. За наведением порядка в своей голове путем наведения беспорядка вокруг его застает Наталья. Так, насвинячил? Будь добр, не выражайся. Кстати, о свинках. Как ты смотришь на то, чтобы разводить вьетнамских веслобрюхих свинок на базе твоего кафе? Бизнес-схема «Огонь». Предлагаю название «Харакири Санпина». Для максимальной аутентичности можно заменить морских свинок на леммингов. И слоган «С нами с обрыва». Я развожу таких, как ты, на деньги. На самом деле я богатая, а работа в кафе это так, хобби. Кто-нибудь подскажите ей, что на деньги надо разводить людей, у которых есть деньги, а не заниматься благотворительностью. С таким подходом могла бы и бомжей разводить. Кстати, Олесь как раз сегодня свободен от постоянного дохода. Лучше бы перед начальником извинился. Если ты упадешь перед ним на колени и заплачешь, то, может быть, он забудет о том, что ты назвал его тупицей и карьеристом. Обратись к Севе, у него хорошо получается. Следующим блоком прямо по голове зрителя генератор случайных событий под кодовым названием «Сценарий» вбрасывает одесского бога из машины в обличии мамы, обладающей сверхспособностью, преодолевая звуковой барьер своим ртом, двигать провисающий сюжет вперед. В основной части выделенного хронометража она решает поставленную задачу. Разогнав последних зрителей от экрана и на оставшуюся сдачу устраивает Олеся обратно на работу, выставляя его еще большим инфантилом, в отличие от оригинала в лице мамы Шелдона, которая, будучи спокойной и адекватной женщиной, не вызывает желания почесать зудящие барабанные перепонки гвоздем, а также заставляет Шелдона самостоятельно извиниться перед начальником. Однако все же стоит проявить снисходительность к ее характеру, ведь за Олеся решает проблему мама Бориса. Олесь не влачил за собой бэкграунд сироты, поэтому казалось бы логичнее вызвать его маму, но в таком случае была бы утеряна даже мнимая причина нахождения Бориса в сериале. Кстати, а что с твоими экспериментами, изобретениями? Не жалеешь? Нет, у меня все равно ничего не получилось. Это хорошо. С одной стороны, радостно осознавать, что Олесь оставил попытки уничтожить себя и окружающих. С другой стороны, тревожно, что ядерный реактор будет создавать человек, у которого даже яичница превращается в смертельное оружие. Но как вы, ребята, тут развлекаетесь? Сегодня мы пробовали мастурбировать за деньги. Финалом для первого-последнего недосезона для сборища социально дезадаптированных гениев выступает не поломка реактора и не угроза всеобщего уничтожения, а гораздо более страшная сила, носящая имя «Подготовка к Новому году» с учетом запросов Натальи, желающей провести его не как обычно, который в теории мог бы превратиться в эпичную битву за выживание. Я про оригинальную теорию Большого Взрыва, конечно. Последняя серия теоретиков предсказуемо уныла до скрежета зубов. Герои просто готовятся к Новому году и все. Псевдослучайным событием, целью которого является спасение Нового года в глазах Натальи, является отмена рейса с никому не нужной, всеми забытой знаменитости средней величины, которая должна явить свой просроченный лик перед девушкой. Фиговым листком, прикрывающим сценарную импотенцию, усиленную полным обморожением фантазии, служат перебивки в форме алко-снов безымянного осветителя из отмененного рейса, сидящего в кафе и отключающегося после каждого глотка из своей фляги. Ожидаемо его линия никуда не ведет, в связи с чем маскировка растягивания хронометража полностью провалилась. Полностью.
Анекдот. Сидят как-то в баре физик и биолог. Тут к ним подсаживается рандомная журналистка и говорит: раз уж меня занесло в такую дыру, возьму-ка... И расшибусь об стену. В унылом конце у героев все получается, при этом никого не отравив и не покалечив, тем самым лишая возможности вынырнуть из чана унылости для глотка свежего воздуха, что приводит эпизод к захлебыванию в духоте и беспросветной скуке. Серия даже не дает зацепиться за антинаучную чушь и пролетает на одном вдыхании при осуществлении процесса зевания. Этот гнилой огрызок полноценного сериала словно интеллектуальная черная дыра, горизонт событий которой проходит ровно по ободку унитаза. Как только любая здравая мысль пересекает эту границу, она безвозвратно засасывается в сингулярность тупизны. Из-под этой крышки не может вырваться даже свет разума, не то что нормальная шутка. Цветокоррекция в стиле солнечного поноса добавляет очков лишь рвотным позывам. Теоретики — это результат списывания формул из тетради отличника с последующим обтеканием на экзамене от вопроса преподавателя, какое отношение она имеет к решаемой задаче. Сериал строго рекомендуется к просмотру физическим лицам, чей IQ равен 170, но уровень напора слюны, вытекающей с правого уголка губ, незначительно выше возможности его удержания. Обзор окончен.